we will be talking about ReVitaBlue. Мы поговорим о ревитаблю. ReVitaBlue is all about stem cells. Ревитаблю – это все о стволовых клетках. So with the translation here, our time is a little bit short, so I will really dive right to the core of what ReVitaBlue is. Так что сейчас я погружусь в самую суть того, что такое ревитаблю. Today in the world, you have seen this in the media, you can see this on the internet, there's a huge interest about stem cells. Сегодня во всем мире, вы видите это в СМИ, вы видите это в интернете, существует огромный интерес к стволовым клеткам. The reason why there's such an interest in science about stem cells is because of the recognition by the entire scientific community that adult stem cells have enormous regenerative potential. Почему существует такой большой интерес? Потому что сейчас общепризнано всем научным сообществом то обстоятельство, что взрослые стволовые клетки играют решающую роль в восстановительном потенциале организма. You can go to various clinics in various parts of the world, and for about $10,000, sometimes more, doctors will isolate stem cells from your blood, your bone marrow, or your fat tissue, and re-inject them back into your body with amazing results. Вы можете обратиться в ведущие клиники мира и за определенную сумму, которая начинается от $10 000 и выше, доктора извлекут из вашего тела стволовые клетки, будь то из циркулирующей крови, из жировой ткани или костного мозга, и введут вам их обратно с фантастическими, потрясающими результатами. But from the day that these discoveries were made, early 2000, the thing that really bothered me was if stem cells have such regenerative potential, and we isolate them from your bone marrow or from your blood to begin with, that means they are already in your body. So what are they doing? Но мысль, которая занимала меня с начала 2000-х годов, когда эта сфера только развивалась, заключалась в том, что, вы знаете, стволовые клетки, которые мы сейчас извлекаем, используем с лечебной целью, они ведь уже есть в нашем костном мозге. И что же они делают тогда там, если они есть уже? Как их использовать? They do not gain magical power because we take them out and we put them back in. They already have this regenerative potential. So the big question is, what is the natural role of stem cells in the body? И ведь они не приобретают никакой магической роли, когда мы их извлекаем из организма и потом вводим обратно. Они уже существуют в нашем теле с этим огромным потенциалом. И меня занимала мысль, как использовать этот потенциал, какова их роль конкретно, как мы можем ее использовать. So understanding the natural role of stem cells in the body gives us one, a completely novel understanding of health, wellness, disease formation. But second, it also gives us a novel ability to help the body to reach optimal health. И понимание естественной роли стволовых клеток в организме дает нам две вещи. Первое – новое понимание того, как формируется наше здоровье, как происходит процесс заболевания. Но второй механизм – это понять, как использовать эту естественную роль для того, чтобы обеспечить новую регенерацию, новые возможности продления здоровья и активной молодости. So we need to better understand what are stem cells and what they do in the body. Так что давайте поймем получше, что такое стволовые клетки и что же они делают в теле. So historically, if you went to med school or even still today in college, what you will learn about stem cells is that they're known to be the precursors to blood cells. Исторически, если вы идете в мединститут или даже в медицинский колледж, все, что вы учите там, касается того, что стволовые клетки – это предшественники клеток крови. They form red blood cells, white blood cells, and platelets. Они являются предшественниками эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. But in the early 2000s, scientists started to observe that stem cells also have the ability not only to become blood cells, but to also become cells of the liver, of the heart, of the brain, of the lung, of different aspects of the body. Но в ранние 2000-е годы ученые обнаружили, что стволовые клетки способны превращаться не только в клетки крови, но и в
клетки других частей нашего тела. К примеру, клетки печени, сердца, легких, мозга, любые клетки нашего тела. Today we know that stem cells can become virtually any type of cells in the body. But in the early 2000s, the early observations were that stem cells could become brain cells, heart cells, and liver cells. Сегодня, да, нам уже известно, и это является аксиомой, что целая клетка способна превратиться в любую клетку любой ткани. Но в ранние 2000-е было доподлинно известно о 3 типах. О клетках печени, клетках мозга, клетках сердца. So on the basis of that data, what my colleague Dr. Jensen and I, what we thought, we published this in 2002, the first article in the scientific literature suggesting that stem cells actually constitute the body's repair system. И на основании этих данных, еще вы видите, достаточно давно я с моим коллегой доктором Дженсоном опубликовали исследование, которое явилось тогда пионерским, о том, что стволовые клетки имеют огромный потенциал в восстановлении, фактически репарации любых заболеваний. So at the time, it was just an idea. It was a hypothesis based on the available data in those days. В те времена это было всего лишь идеей, гипотезой, которую мы основали, исходя из данных, которые тогда были доступны. Now, 18 years later, let's talk about what we know for sure stem cells do in the body. Теперь, 18 лет спустя, давайте поговорим о том, что же теперь доподлинно известно о роли стволовых клеток в нашем организме. Anytime there is an injury in the body, and most of these studies were done on heart attack, stroke, bone fracture, cut to the skin, anytime one of these injuries are taking place, this phenomenon happens. Каждый раз, когда в нашем организме происходят какие-то повреждения, и в научных исследованиях это касалось, к примеру, инфаркта миокарда, инсульта, перелома, разреза кожи, каждый раз в этих ситуациях в очаг повреждения выделяет определенные вещества. Это явление происходит. Within hours after the injury, the affected area will release compounds that are today very well known that will go to the bone marrow and trigger the release of stem cells from the bone marrow. В течение нескольких часов после повреждения или травмы этот очаг повреждения выделяет вещества, которые нам сейчас уже доподлинно известны, которые доходят до стволовых клеток в костном мозге и производят некие действия. So stem cells are released and within 2-3 days, 5 days after the injury, the number of stem cells in the bloodstream will increase 3 to 10 times. И вот в течение ближайших 3-5 дней после повреждения, в ответ на вот эту стимуляцию, количество стволовых клеток в нашей крови увеличивается в 3-10 раз. Now when they are released, stem cells do not know what is the tissue that is in need of repair. Но когда стволовые клетки выделяются в кровоток, они еще не знают, где же находится та ткань, которую они должны починить. So that is where sometimes after a heart attack people hear voices. Stem cells are saying, where do we go? Вот почему, когда происходит инфаркт миокарда, иногда человек слышит голоса. Это стволовые клетки кричат: куда нам идти? Куда нам идти? Not true. Это неправда, конечно. But stem cells don't know where to go. So how do they identify the tissue that is in need of repair? Но стволовые клетки действительно не знают, куда им идти, и как же они узнают, где же та ткань, которую пора чинить. On the second day after an injury, the affected tissue will release locally in the area of the injury molecules that will attract stem cells to that area. На второй день после травмы в очаге повреждения обнаруживаются молекулы, которые служат сигнальным маяком, привлекающим стволовые клетки в очаг повреждения. So stem cells go everywhere in the body, but when they circulate in the affected area, that molecule will touch the membrane of the stem cells, and that will trigger the migration of stem cells across the capillary wall into the tissue. Так что, когда циркулирующие по всему организму стволовые клетки доходят до очага повреждения, их мембраны получают вот этот сигнал, и тогда они выходят из кровеносных сосудов, из капилляров, проникают в ткань и там совершают свое действие. And when stem cells touch
cellular debris of that tissue, it will trigger their transformation into cells of that tissue. И когда стволовые клетки входят в соприкосновение с поврежденной тканью, с вот этими обрывками, грубо говоря, клеток, они выделяют специальные вещества, которые регенерируют, восстанавливают поврежденную ткань. So just like you have an immune system, you have a repair system that works about the same way, but the purpose of it is to repair the tissues. Так что точно как мы обсуждали с вами иммунную систему, вот так у вас есть и восстановительная система, цель которой чинить повреждения, которые возникают в ваших тканях. So you have different steps in this whole process. Так что у вас есть определенные шаги, этапы в этом процессе. You have the release of stem cells from the bone marrow. Высвобождение стволовых клеток из костного мозга, There's circulation in the blood. дальше циркуляция в кровотоке, Their migration into the tissue, миграция в ткань, where they multiply and transform into cells of that tissue. и дальше они там размножаются и превращаются в клетки этой поврежденной ткани. But of all these different steps, the one that has been the most studied is the release of stem cells from the bone marrow. Но из всех этих этапов самый изученный – это высвобождение, выход стволовых клеток из костного мозга. The consequence of that release is an increase in the number of circulating stem cells. И последствия этого выхода – это увеличение стволовых клеток в кровотоке. So scientists have studied the link between the number of stem cells in circulation and health. И ученые изучили взаимосвязь количества стволовых клеток в нашей крови и здоровья. So I'm simplifying here enormously. I just want to go to the core of the message. Я хочу донести до вас только основную мысль, поэтому, безусловно, я очень упрощаю процесс. So first conclusion, more stem cells in circulation means that more stem cells are available to participate to tissue repair. Но первый вывод, который мы можем сделать, чем больше стволовых клеток у нас в кровотоке, тем больше их доступно для участия в восстановлении тканей. So and these studies were done. So I have two people with a heart attack. One person recovers very well and starts an active life. The other one does not recover well or dies. The difference between the two, the one that did better had more stem cells in circulation. И это проведенные уже исследования, мы пользуемся их результатами, когда сравнивали людей с инфарктом миокарда, и один из них восстанавливался и жил дальше, а второй, скажем так, не восстанавливался или даже умирал. И разница между ними заключалась в количестве стволовых клеток в кровотоке. So if more stem cells means that you can repair better, then it begs the question, if stem cells are already in our bone marrow, if we have a method to release them from the bone marrow, could we enhance the ability of the body to repair? И понимая вот этот вопрос, мы задаем себе другой вопрос. Можем ли мы увеличивать вот это количество циркулирующих стволовых клеток, увеличивать их способность к восстановлению, использовать то, что у нас уже есть? And yes, the answer is yes. If we can put more stem cells in circulation, we can dramatically increase the ability of the body to repair. И ответ – да. Если мы найдем способ увеличивать количество стволовых клеток в кровотоке, то мы просто колоссально увеличим возможности к восстановлению и обновлению нашего тела. I could use many studies to illustrate this, but let's use this study. Я могу просто тысячи исследований привести в качестве иллюстрации, но давайте приведем, к примеру, вот это. So this is a study in which scientists triggered a heart attack in mice. Это исследование, в котором ученые искусственно создали инфаркт миокарда у мышей. Then they let the animal recover and then divided them in two groups. Ну а потом во время восстановительного процесса их разделили на две группы, чтобы наблюдать. One group control, to which nothing was done, and the other group experimental, the group to which molecules were injected to trigger the release of stem cells from the bone marrow. Одна группа была контрольная, с ними не делали ничего. Вторая группа получила инъекции молекул, которые стимулировали выброс, стволовых клеток из костного мозга. So the only difference between these two groups is that one group nothing was done, the other group had more stem cells in circulation during 8 to 10 days.
Ну и, как вы понимаете, единственная разница между этими группами состояла в том, что в группе эксперимента было больше циркулирующих стволовых клеток в течение 8-10 дней. When they looked at the heart 27 days later, 1 month later, this is the control group. Когда они изучили сердце этих мышей 27 дней спустя, посмотрите, это контрольная группа. Severe scar tissue in the ventricular wall. В стенке левого желудочка был большой объемный рубец, No new blood vessels. никаких новых кровеносных сосудов. 17% survival. Выживших было 17%, то есть большая смертность. And severe signs of heart disease. И у выживших были тяжелые признаки выраженной сердечной недостаточности. Just adding stem cells into the blood Просто добавив стволовые клетки в кровоток, led to a complete renewal of the ventricular wall. ученые получили просто диаметрально противоположные результаты. Посмотрите, даже для неспециалиста видно, что произошло с сердцем. New blood vessels. Новые кровеносные сосуды. 73% survival compared to 17. 73% выживших в лабораторных животных по сравнению с теми 17. And almost normal heart function. И практически нормальная работа сердца. In a world where there's nothing that we can do after a heart attack, В мире, где зачастую мы ничего не можем сделать с инфарктом миокарда, here's a study showing that just by putting more stem cells in circulation, we can have significant repair in the heart. тогда появилось исследование, которое показало нам, что просто увеличив количество стволовых клеток в кровотоке, мы можем серьезно изменить ситуацию. We don't have the time, but I could show you very similar studies about diabetes. У нас, к сожалению, ограничено времени, но есть множество исследований, касающихся диабета, The ability of stem cells to repair the pancreas. способности стволовых клеток восстанавливать поджелудочную железу, Parkinson, with the ability of stem cells to repair the brain. болезни Паркинсона со способностью стволовых клеток участвовать в восстановлении мозга, Spinal cord injury, for the ability of stem cells to repair the spinal cord. травмы спинного мозга, соответственно, со способностью стволовых клеток участвовать в восстановлении повреждений, Kidney disease, хронической болезни почек, significant burn or injury to the skin. обширных ожогов или повреждений кожи. Stem cells can become any cells of the body. Стволовые клетки способны превращаться в любые клетки организма. But to me, the most important is this third conclusion. Но для меня самый важный вот этот третий вывод. The first two are telling us more stem cells in the blood means that your body can repair better. Первые два вывода говорили нам о том, что чем больше стволовых клеток у вас в кровотоке, тем больше потенциал к восстановлению и обновлению. The third one is telling us that if you happen to have fewer stem cells in circulation, then you are at risk for developing health problems. А третий вывод говорит нам о том, что если так случилось, что у вас меньше стволовых клеток в кровотоке, это связано с риском развития различных заболеваний. Because we talk about stem cells in the studies that I've just shown you, we talk about how stem cells can repair tissues that are damaged. Мы здесь говорили о том, как стволовые клетки могут восстановить ткани, которые уже повреждены. But during all these studies, scientists discovered something new, is that stem cells don't only play a role to repair damaged tissue, even without injury in the background, they just replace the cells that are being lost. Но в течение всех исследовательских работ ученые обнаружили другой факт. Даже в отсутствии повреждения стволовые клетки играют огромную роль в том, как будет функционировать и обновляться наш организм. Every day of our life, we lose cells, and every day of our lives, we replace the cells that are being lost in order to stay healthy. Ежедневно мы теряем клетки, и ежедневно наши погибшие клетки возмещаются новыми для того, чтобы сохранить нам здоровье. It's like your bank account. Это как банковский счет. If your income matches your expenses, you're fine. Если ваши доходы сообразны вашим расходам, у вас все отлично. But as we age, we have fewer and fewer stem cells in circulation. So our ability to replace the cells that are being lost declines. Но с возрастом, с годами
наше количество циркулирующих стволовых клеток становится все меньше и меньше. И с годами наша способность к восстановлению угасает. So there's a point in our life as we age where cellular loss starts to accumulate. И есть такая точка в жизни каждого человека, когда вот эта потеря клеток накапливается. And we do not talk about this in the world, but the development of every single degenerative disease is the result of cellular loss. И, к сожалению, пока об этом не говорится широко в мире, но развитие любого дегенеративного заболевания, то есть связанного со старением, это результат потери клеток. If you lose the cells in your pancreas, you have diabetes. Вы теряете клетки в вашей поджелудочной железе, и это приводит к развитию диабета второго типа. If you lose the cells making dopamine in your brain, you have Parkinson. Вы теряете клетки мозга, которые вырабатывают дофамин, и приобретаете болезнь Паркинсона. If you lose cells in your lung, you have emphysema. Вы теряете клетки ваших легких и приобретаете эмфизему. You lose cells making T3, T4, you have hypothyroidism. Вы теряете клетки щитовидной железы и развивается гипотиреоз. Think of any degenerative disease. It is always the loss of a type of cell or a type of cellular function. Вы можете представить себе любое дегенеративное заболевание, и это результат потери числа клеток или потери их функции. So if cellular loss accumulates because you don't have enough stem cells in your blood, that means that fewer stem cells in your blood is the fundamental cause of developing degenerative disease. Так если накопление вот этой потери клеток в тканях связано с снижением циркулирующих стволовых клеток, значит можно сказать, что уменьшение вот этих самых стволовых клеток и есть одна из серьезных причин развития таких заболеваний. You understand the implication of this? It's giving us a whole new understanding of disease development. Вы понимаете воздействие вот этого механизма? Это дает нам совершенно новое понимание развития болезни. Just like we published this first article in 2002, in 2013, I wrote an article in which that was the proposal. The actual phenomenon of disease development is simply a deficiency in stem cells. Так же, как мы высказывали с моим коллегой в 2002 году только предположение, уже спустя 11 лет, в 2013 я издала статью касательно понимания роли стволовых клеток в развитии болезни. In this article, I was proposing that there's a way to test if this whole idea is true. Я в этой статье предположил, что есть способ проверить верность моей гипотезы. We can count the number of stem cells in the bloodstream of people who have developed various types of degenerative problems and compare that to the number of stem cells in healthy people. Мы можем посчитать количество циркулирующих клеток в крови людей, больных хроническими заболеваниями, и сравнить их с количеством циркулирующих клеток в крови здоровых людей. If the cause of the development of all diseases is a deficiency in stem cells, we should find on average fewer stem cells in the people who have developed problems. И если причина развития болезни связана с утратой стволовых клеток в кровотоке, то мы, конечно же, обнаружим, что там меньше их количество, чем у здоровых людей. Since then, many of these studies have been done. И с тех пор много подобных исследований было проведено. Here's a study on diabetes, where scientists counted the number of stem cells in the bloodstream of people at various stages of the development of diabetes. Вот исследование, касающееся сахарного диабета второго типа. Ученые измеряли количество стволовых клеток на разных этапах развития этой болезни. And you can see that as people advance in the development of diabetes, they have fewer and fewer stem cells. И вы видите, что по мере прогрессирования болезни у них в кровотоке становится все меньше и меньше стволовых клеток. Same thing here with Erectile. erectile dysfunction. Такая же ситуация, к сожалению, с эректильной функцией. То есть вы знаете, половая сила, да, у мужчин. So to the left, we have control individuals, and to the right, we have people who went to see their doctors for poor erectile function. Слева контрольная группа, то есть здоровые люди, а справа люди, которые посещали доктора с жалобами на неудовлетворительную половую функцию.
If we look at the average, we can see that people with poor erectile function have a little bit less than half the number of stem cells in circulation. И если вы сравните среднее количество стволовых клеток у людей здоровых и у людей с эректильной дисфункцией, вы заметите, что количество стволовых клеток у последних практически в 2 раза меньше. Now you take all these individuals and you give them a test to establish their index of erectile function, and you make a graph between this and the number of stem cells in circulation, and you get a straight line. И если взять их всех и провести тест на диагностику эректильной функции, то мы получим прямую линию зависимости эректильной функции от количества стволовых клеток в крови. So more stem cells in circulation means better erectile function. Больше циркулирующих стволовых клеток означает лучшую эректильную функцию. This is a very popular slide. Очень популярное исследование. But erectile function has a lot to do about vascular function. Но на самом деле эректильная функция очень тесно связана с функцией здоровья сосудов. So the same relationship has been seen with many different problems of the cardiovascular system, which is all summarized here with hypertension. Так что подобные исследования проводились для разных аспектов здоровья сосудов, и вы видите здесь исследования, касающиеся гипертонии, высокого артериального давления. Heart disease. Ишемическая болезнь сердца. When people have fully developed heart disease, they have a little bit less than half the number of stem cells compared to healthy controls. У людей со сформированной ишемической болезнью сердца количество стволовых клеток было практически в 2 раза меньше, чем у здоровых. Alzheimer's. Болезнь Альцгеймера. Same relationship. Точно такая же взаимосвязь. Lung disease. Хроническая обструктивная болезнь легких. Arthritis. Ревматоидный артрит. I'm just showing you a few because we don't have time to look at all of them. Я показываю вам только некоторые исследования, потому что просто нет времени, на самом деле их масса. But the same relationship has been seen with kidney function, various problems of the brain. Almost any studies, any disease that is studied, we see that relationship. Но такая же взаимосвязь показана и для хронической болезни почек, и для других заболеваний. Мы видим везде одну и ту же закономерность. So the conclusion is very simple. If you can put more stem cells in circulation, you will give back to your body its natural, innate ability to repair and to maintain itself. Так что вывод очень прост. Если вы можете увеличить количество стволовых клеток у себя в крови, значит вы поддерживаете вашу натуральную, естественную способность организма восстанавливаться и поддерживать свое здоровье. When I say that this is called to change, or it's giving us a whole new understanding of health and wellness, it is called to change the way that we practice medicine, here is what I mean. И когда я говорю, что это дало нам совершенно новое понимание здоровья и благополучия, и это стало драйвером изменения того, как мы подходим к здоровью, вот что я имею в виду. And it is not a criticism of medicine or doctors, it's just simply an observation. Это не критика стандартной медицины или врачей, это просто наблюдение. Today, the best of medicine is preventive medicine, is it not? Сегодня самый лучший, скажем так, аспект медицины – это профилактическая медицина. Разве не так? So it is like to say the best way to be wealthy is to prevent poverty. You will never be wealthy if your aim is to prevent poverty. You'll just be not poor. Но, знаете, если вам скажут, что лучший способ быть богатым – это профилактика бедности, это не совсем так. Вы не сможете разбогатеть, если просто профилактируете бедность. If your aim is just not having a disease, great, you don't have the disease, but it's not giving you optimal health. Если ваша цель предотвратить заболевание, ну окей, у вас не будет заболевания, но тем не менее это не даст вам максимального здоровья. The way that medicine works today tells us, makes us believe that there are two states, disease and healthy. Сегодня медицина нам говорит, что есть 2 состояния вашего тела – заболевание и здоровье. Until you have a diagnosis and you officially have a disease, then you're healthy.
Раз у вас нет диагноза, вы официально не больны, значит вы здоровы. But we know that there's a vast gray area between optimal health and the day that you have a disease. And this is where all of us, we live. Но мы знаем, что есть огромная серая зона между состоянием здоровья и диагнозом, и большая часть из нас живет в этой серой зоне. We don't climb the stairs as rapidly as we did before. Мы не взбегаем по лестницам так быстро, как мы делали это раньше. We don't concentrate as well as before. Мы уже не так сконцентрированы и не так хорошо помним, как раньше. We don't sleep as well as we could. Мы уже не так хорошо спим, как когда-то. Our vision is not as good as it could. И наше здоровье уже, скажем, наше зрение уже не то. But we don't have any disease. Ну, у нас нет диагноза, нет болезни. That's what stem cells does. It gives us the ability, once we understand what they do, to go beyond just not having disease, give back to the body its ability to reach optimal health. Вот в чем состоит потенциал стволовых клеток. Не просто не иметь диагноза, а иметь оптимальное состояние здоровья, что далеко превосходит то состояние, когда у вас нет диагноза. So the big question is, what can we do to increase the number of stem cells? И поэтому самый главный вопрос, что же мы можем сделать, чтобы увеличить количество стволовых клеток в крови Revital. или W. Okay. So Начал изучать это растение. it was leading, we had people bringing testimonials about benefits touching the heart, the liver, the lung, the skin, the brain, so many aspects of human health that we could not explain how it was working. Мы заметили, что очень многие люди связывали улучшение самочувствия и здоровья легких, сердца, мозга и так далее с употреблением этого растения, но мы не понимали, как это работает. So, not able to understand how this plant was working, one day I received an article from a friend, and the article, the title of it was Turning Blood into Brain. Но еще не зная вот механизмов действия этого растения, я как-то получил от моего друга статью, которая называлась «Подать кровь в ваш мозг». The first observation that a stem cell could become a brain cell. Первое наблюдение того, что клетка крови может стать, стволовая клетка крови может стать клеткой мозга. So the thought was, what if stem cells constituted the natural repair system of the body? И я подумала, что если стволовые клетки являются естественной системой восстановления нашего организма? And what if that plant was working by releasing stem cells from the bone marrow? It would explain all the benefits that we had seen. И что, если это растение каким-то образом помогает высвобождать стволовые клетки из костного мозга? Это бы объяснило все те свидетельства людей, которые улучшали свое здоровье за счет этого растения. It was two crazy ideas. Это было две сумасшедшие идеи. Over the years, we have learned that yes, stem cells are the repair system. И в течение вот этих лет мы убедились, что да, стволовые клетки являются нашей ремонтной, восстановительной системой. And we went into the lab and we discovered that indeed, this plant was triggering a release of stem cells from the bone marrow. So 1 hour after consumption, we have a significant increase in the number of stem cells. И в лаборатории мы подтвердили, что да, это растение способно увеличивать количество стволовых клеток в нашей крови. И в течение часа после употребления его экстракта, вы видите сами, это повышается количество стволовых клеток в нашей крови. So for me, it was clear when we discovered this that it's not possible that there's only one plant in the world having an effect on stem cells. We have to have other plants. Но для меня было также очевидно, что не может только одно растение в мире оказывать такой эффект на стволовые клетки. Должны быть и другие источники. So the question was, what other plants have been known either historically in the world or locally in various areas of the world have been associated with a broad variety of health benefits? Ну и я обратил внимание на то, какие еще растения известны своими такими исцеляющими свойствами и накоплены большие свидетельства людей об этом, которые могли бы оказывать, соответственно, такой же эффект на стволовые клетки. Medicinal mushroom, goji berry, seaweed,
things that have been associated with many benefits. We tested all of them. Лекарственные, различные грибы, также вот, Goji berry, ягоды годжи. medicinal mushroom. Все But one, они оказывали известные исцеляющие эффекты. Мы их всех протестировали. one day I asked a friend of mine, a Chinese biochemist that studied natural plants, and I said, if you are lost on an island and there's only one Chinese plant that you can bring, what would it be? Ну, как-то раз я спросил одного моего знакомого, он является известным китайским биохимиком, и он изучает лекарственные растения. Я его спросил, если бы ты оказался на острове, и у тебя в доступе был только один, вот, скажем так, источник, одно лекарственное растение китайское, что бы ты выбрал? And he said, sea buckthorn. И он сказал облепиху. I did not know this plant, so I went to study it. Я не был знаком с этим растением, я начал его изучать. And what I discovered is fascinating. И что я обнаружил, поразило меня. The name for sea buckthorn, the scientific name is Ipophyte. Научное название облепихи, гипофая, Means horse-like, so it means shining horse. оно, значит, с древнегреческого переводится как два слова, связанных вместе, лошадь и свет, то есть сияющая лошадь. So it comes from Alexander the Great when he was traveling into western China. At one point in his conquest, he abandoned horses wounded in battle and he left them to die in a field of sea buckthorn. По легенде, еще Александр Македонский после боев, проезжая через эту территорию, раненых лошадей, его войска оставили пастись здесь, где были заросли облепихи. And when he came back a few weeks later, he found a herd of healthy, vibrant horses with a shiny coat. And a shiny coat for a horse is a sign of health. И каково же было их удивление, когда, возвращаясь через эту же местность, они обнаружили своих лошадей здоровыми, сильными, сияющей, блестящей шерстью. И они прям светились здоровьем. This is the field where we do our harvesting for Revival on the Tibetan plateau. Это долина в Тибетском плато, откуда мы получаем облепиху для нашего продукта. So after this discovery by Alexander the Great, this berry was integrated into Chinese medicine, Tibetan medicine, Mongolian medicine. И после еще тех древних македонских, скажем так, со времен Александра Македонского времен, облепиха широко используется в народной медицине и в Тибете, и в Китае, и в Монголии, ну и у нас, вы знаете, тоже. Where it has been used for more than 2,000 years for problems of the lung, of the heart, cardiovascular problem, diabetes, and injuries. И облепиха широко использовалась и для проблем в области, скажем, сердечно-сосудистого здоровья, и при болезнях легких, диабете, при различных травмах и повреждениях кожи и слизистых. So to me that means probably an effect on stem cells. И для меня это значило одно, может быть, она оказывает эффект на стволовые клетки. So we tested it in the lab and we see a very significant increase in the number of circulating stem cells after consumption. И мы тестировали в лаборатории это растение и обнаружили, что да, оно дает значительный эффект на увеличение числа стволовых клеток. The next one has a long story that we will not have the time to cover, but it comes from a discovery made in Madagascar. Еще одна история, которую я, к сожалению, не имею времени, не могу рассказать, но она касалась исследования в Мадагаскаре, и вы видите. It is a very unique extract of aloe that also was documented to increase the number of stem cells in circulation. Вы видите здесь действие уникального экстракта алоэ на количество стволовых клеток в крови. So Revitable is a blend of plants that have all been documented to stimulate the release of your own stem cells out of your blood, out of your bone marrow, into your blood. Так что Revitablue – это смесь растительных ингредиентов, которые подтвердили в исследованиях свое действие по увеличению количества стволовых клеток в крови. Revitablue looks like a very, very benign little sachet with the blue powder that tastes a little bit sweet.
it's not very impressive. Левитаблю выглядит как такой голубоватый порошок, который вы видите в таких тоненьких саше, немножко сладковатого вкуса. В общем, кажется, он не очень впечатляет, может быть. You can pay thousands of dollars to get more stem cells in circulation through an injection. Вы можете отдать $1000 за то, чтобы вам сделали инъекцию стволовых клеток в вашу кровь. Or you can pay a few dollars to put more stem cells in circulation just by releasing your own stem cells. Или вы можете заплатить всего несколько долларов за то, чтобы поднять количество стволовых клеток вашей крови из вашего собственного костного мозга. That is the power of Revitablue. Вот в чем мощь Левитаблю. Sometimes people take it and they wonder, is it working? Иногда люди принимают и думают, работает ли он. The only thing that Revitablue does is put more stem cells into your blood. Основная задача Левитаблю — увеличить количество стволовых клеток вашей крови. And the proof that your stem cells can repair you is that you're still alive today. Without stem cells, you would not be here today. Доказательство того, что стволовые клетки выделяются в кровь, это то, что вы сейчас сидите здесь живые, потому что без стволовых клеток, циркулирующей крови, жизнь невозможна. Спасибо. Thank you.